Вчера мы рассказали о том, что политзаключенному Сергею Петрухину пришлось пойти на крайние меры и порезать себе вены из-за невыносимых условий содержания в тюрьме. Уже после записи нашего выпуска стало известно, что к таким же мерам был вынужден прибегнуть другой политзаключенный, создатель канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик. Молодой мужчина нанес себе увечья прямо на глазах у следователя, когда узнал, что ему выдвинуто новое абсурдное обвинение. После этого он также объявил сухую голодовку. Жена Игоря Дарья записала открытое обращение, в котором выдвинула нелегитимному президенту требование прекратить пытки над ее любимым человеком. Молодая мать в декрете даже готова встретиться с глазу на глаз с диктатором, чтобы объяснить ему, что такое настоящее чувство и насколько нелеп на фоне происходящего в стране его гимн про любимую не отдают. Женщина также подчеркнула, что ее супруг не слабый человек, но он больше не может терпеть издевательства над собой и здравым смыслом, поэтому ему пришлось пойти на такой шаг. Напомним, что Игорь Лосик уже 9 месяцев находится в СИЗО. Из них он более месяца держал голодовку. В настоящее время на сухой голодовке также находится гродненский музыкант Игорь Банцер, политзаключенные Наталья Хирше и Дмитрий Фурманов. Очевидно, что режим делает все возможное, чтобы подавить волю смелых людей, которых ему удалось взять в заложники. Но эти люди каждый раз демонстрируют, что настоящих белорусов не остановить и не сломать. Пока Лукашенко готовится к войне, силовики бегут с корабля. В распоряжении одного из телеграм-каналов появилась информация о том, что сотрудники правоохранительных органов продолжают массово увольняться, а уровень недовольства в их рядах стремительно растет. Люди уходят даже из всеми известного бандформирования нелегитимного ГУБОПИК. На сегодняшний день некомплект достигает 40%. Еще как минимум 10% ждут окончания контрактов. Правда, сторонников нелегитимного в рядах так называемых правоохранительных органов тоже хватает. Однако даже они были возмущены тем, что на День милиции не получили никаких надбавок и прибавок. И это те самые бравые ребята, которые устраивали на улицах страны самые жесткие расправы над белорусами. Зарплаты у среднего звена в районе 1100-1600 рублей, и инфляция их тоже съедает. Это лишний раз подтверждает тот факт, что сторонников нелегитимного не существует. Есть только красавцы, которые за длинный рубль пойдут за кем угодно и куда угодно. Именно такими людьми окружил себя Лукашенко. Но их, как оказалось, удержать не так просто. 1,5 года лишения свободы получила минчанка Дарья Захар за комментарий скоты в интернете в адрес старшего инспектора УВД Пружанского райисполкома Сергея Калиды и участкового инспектора того же УВД Тарасевича. Правда, срок отбывать женщина будет без направления в исправительное учреждение. От колонии ее спасла лишь беременность. Представители так называемых правоохранительных органов такой комментарий женщины сочли за оскорбительный. Дескать, он содержит негативную оценку сотрудников милиции, имеющую ненормативную форму высказывания. Рассматривается как недопустимый, некорректный, неуважительный и унижающий честь и достоинство представителей власти. Кроме того, женщина обязана заплатить компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей каждому и 174 рубля госпошлины. Что ж, когда денег в бюджетной кубышке на премии сотрудникам милиции нет, милиция сама находит способы их заработать. Прокуратура решила, что журналистка Тутбай Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин получили слишком мягкое наказание за свое ужасное злодеяние. Чтобы исправить эту несправедливость, ведомство намерено обжаловать приговор. Напомним, что оба обвиненных проходили по делу 0 промилле, связанным с обстоятельствами смерти Романа Бондаренко. Суд наказал Борисевич 6 месяцами лишения свободы, а Сорокина 2 годами со строчкой на год. Кроме того, осужденные в довесок получили и крупные штрафы. Судя по всему, режимной структуре, которая должна следить за соблюдением закона, невдомек, что в нашей стране нет уголовной статьи за правду. Тем не менее, прокуратура систематически занимается преследованием людей, которые говорят неугодные нелегитимной власти вещи. Так произошло и в случае с осужденными, которые фактами и доказательствами опровергли откровенную ложь Лукашенко о том, что Роман Бондаренко был пьян в момент трагедии. Вероятно, ведомство мечтало бы увидеть этих людей осужденными как минимум на десяток лет, однако максимальная санкция по статье о разглашении врачебной тайны составляет 3 года лишения свободы. Хуже другое. Суд первой инстанции не лишил врача и журналистку права на профессию. Можно предположить, что прокуратура будет настаивать на пересмотре данного решения.
Прокуратура предупредила об ответственности студентов Полоцкого госуниверситета, которые побрили головы в знак солидарности с политзаключенными. Вчера молодых людей, записавших сильное видео «На что ты способен ради мечты», пригласили на беседу. По словам студентов, им не угрожали, но настойчиво разъясняли, какая на них наступит ответственность, если они будут призывать к участию в массовых мероприятиях. Кроме того, ребята знакомились с новым КоАП, который вступил в силу с 1 марта. Напомню, что санкции за участие в протесте по ней стали намного жестче – до $2000 штрафа и 30 суток ареста. Парни и девушки, которые снялись в видео, отмечают, что на такой поступок их вдохновил Артем Лукьяненко из группы «Нави», который первым побрил голову, чтобы выразить солидарность с политзаключенными. После этого в сети начался флешмоб, который поддержали студенты ряда вузов. Отметим, что на сегодняшний день в Беларуси насчитывается рекордное количество политических заключенных – почти 300 человек. Кроме того, после событий августа прошлого года было возбуждено около 2500 уголовных дел. При этом ни одного силовика не привлекли к ответственности за насилие в отношении мирных граждан. Организаторы международного песенного конкурса «Евровидение» потребовали от Беларуси заменить песню. В Европейском вещательном союзе решили, что песня «Я научу тебя», с которой в Роттердаме должна была выступить провластная группа «Голосы. Три места», ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Кроме того, реакция людей на участие в конкурсе с этой песней может подорвать репутацию Евровидения. Поэтому у музыкантов есть время на то, чтобы заменить слова песни или представить новую. В противном случае Беларусь в этом году может быть дисквалифицирована от участия в конкурсе. И это все на сегодня. В воскресенье в 14:00 присоединяйтесь к нашему прямому эфиру, где мы с интересными спикерами обсудим все самое важное за неделю. Берегите себя и живи Беларусь!